Привет, привет всем! С вами снова я, Ингрида. И сегодня я нахожусь на пляже Клеопатры. Решила немножко проветриться, немножко, как сказать, успокоиться. Как-то у меня сегодня неспокойно. И думаю, что Клеопатра меня спасет. Именно пляж. Но не знаю, так ли получится. Обычно женщин что спасает от такого ненастроения? Ну, не скажу, что депрессия от ненастроения. Покупки, магазины. Ну, я попытаюсь пойти другим путем. Отправилась именно на пляж Клеопатра. Ну вот, приближаюсь я уже к пляжу. А пойду я именно к пляжу номер 1, номер 2. Так как я знаю, что там хороший фот моря. Не, ну народу здесь, наверное, как всегда. Я не знаю, здесь вообще бывает, что его нет. Сколько я ездила, но всегда здесь очень много народу. Но сегодня не исключение. Ну, мое настроение, надеюсь, поднимется, и оно вроде как уже поднимается. Хочется действительно начинать улыбаться. Ты идешь, люди отдыхают беззаботно, улыбаются, радуются, и тебе тоже настроение поднимается. Но неужто действительно сегодня это будет самый простой вариант поднятия себе настроения? Ну, иду я ближе к первому, да. Ну, даже не знаю, будет ли место. Смотрите, все ряды как заняты. Даже шатры эти и то заняты. Не, есть какой-то свободный шатер тоже, но я туда, конечно, не собираюсь. Мне бы какой-нибудь шезлонг найти. Свободный. Песок вроде горячий. Я уже думала, что уже вроде настало то время, когда уже не горят ноги именно, идя по песку. Нет, горят. Пойдемте лучше по дорожке. Ну и так, я уже взяла себе шезлонг с зонтиком, устроилась. Стоимость одного места 40 лир. Такая цена вот на Клеопатре. Ну, не знаю, много это или мало, но такая она есть. И теперь уже пройдемся, посмотрим, что же происходит возле моря. И я обязательно хочу искупаться. И мест действительно очень мало. Вот я в самом последнем ряду еле-еле тут одно местечко нашла себе. Итак, я уже искупалась. Чуть-чуть настроение себе подняла. И отправимся теперь вместе посмотрим, какое выглядит сегодня именно море возле пляжа номер 1. Ну, оно, конечно, как всегда, прекрасно. Море себе не изменяет. О, скалолазы какие уже возле горы. Вернее, на горе. Да. Ага, забраться забрались, а сползти уже не так просто. Но смотрю на водичку, покажу вам, конечно, насколько приятно в воде. Вот я дошла до самой пещеры, вот именно до Млаташ. Там, конечно, приятно, там сень. А так у нас сегодня жарко. И даже очень жарко. Ну, сейчас расскажу, раз уже тронула. Жарко, не жарко, уже расскажу, какой же у нас сегодня прогноз. Сегодня у нас 31 градус тепла. Нет, ну это, конечно, вранье. 31, это пишет опять мой телефон, да? На солнце 36 точно, потому что это у меня был уже градусник, и это так показывал прогноз именно на моем балконе. На лоджии, вернее, да? О, подплыли кораблики к Клеопатре, которые сорят и мусорят как могут здесь. Детки радуются. Да не только детки радуются, вообще люди вокруг радуются. Море прекрасно. А волны вроде как есть, но не такие уж они серьезные, не такие уже сильные. Но здесь как много народу, правда? Вот, ну посмотрите, да? Места же нету, даже если на берегу я хотела бы здесь пристроиться. Мест просто нету. Здесь, знаете, какой тут метр-полтора или расстояние, как говорится, ковидные войски, 2 метра расстояние. Нет, тут друг на друге. Вот видите, на берегу как много народу. Я уже продвигаюсь ближе ко второму пляжу. Пройду, посмотрю, что там.
Но там та же картинка. Ой. Видите, как шумит море, да? Вы слышите, я надеюсь? Этот зов моря, да? Нет, отдыхать, конечно, сейчас приятно. Это прелесть. Сейчас этот бархатный сезон, вот именно и в этом году себе не изменяет. Сентябрь отличный. Да, волны, конечно, немного есть, но они тут как нагрянут. А так тихо, вроде спокойно, но все равно плыть тяжело. Ну, кто уже туда дальше забрался? Нет, там не трудно плыть, там, конечно, нормально уже. Но я так далеко не рискую, не заплыву. Вот там, где все детки, там и я плыву. Вот так. А возле самой пещеры, смотрите, как много, да? Плавают людей. И именно возле самой пещеры. Хотелось буквально пальчиком вам показать, но надеюсь, вы видите. Мне как-то солнце отсвечивает, надеюсь, вам-то видно это. Не, ну то, что я показывала в прошлый раз, вот именно пляж, именно вот этот же, да, тут такие волны были. Ох ты мать. Не, сегодня тогда вообще ничего по сравнению. Хотя местами, видите, как нагрянет. Уже меня достает эта волна. Ох. Да, и песочек, да, здесь, я не скажу, вот я даже держу, вот видите, в руках. Это не песочек, это такие действительно как бисеринки, мне одна подписчица сказала. Они как бисеринки, ну да, я соглашусь, смотрите, какая прелесть, да? Раз, стряхнул, и их нету, все чистенько. Ну и также на море ты заходишь, но единственное вот то, что идешь и тонет нога, тяжело ходить по воде, везде тонет такое, как болото так чуть-чуть. Ну не болото, конечно, но принцип, да, что нога тонет. Нету так, что жесткое дно вот так, и песочек, и жесткое дно. Да, я уже тут. Хорошо, у меня настроение появляется, да? Хорошо, хорошо, буду радоваться. Жизнь продолжается, как говорится. Да, в этот раз я уже шла плавать без очков. Уже все. В прошлый раз у меня была школа хорошая пройдена. 3 раза я теряла свои солнечные очки. Но они у меня плюс еще и лечебные. Но теперь я уже в этот раз я не брала с собой. Да, вот не помню, говорила вам или не говорила. Но я уже искупалась. С воды, конечно, вылезать не хотелось. Вот честно, вот я не думала, что столько задержусь. Просто стояла. Вот как вот все стоят, я тоже просто стояла, и не хочется с нее вылезать. 29 градусов воды точно есть. Она очень тепленькая. Ой. В другой раз как накроет волна. Ой. Видите, как доходит аж. Мне уже даже камера в воде. Вода очень приятная на самом деле. Видите, заходишь, и как-то сразу резкая глубина идет. Ну, не то, что совсем резко, да, но не то, что как у нас в Прибалтике, да, ты идешь далеко, там, знаешь, 500 метров почти, что, ну, ладно, 500 я загнула, но несколько сотен метров. Надо идти местами, да, чтобы пройтись и попасть в глубину. А тут метров 15, 10 даже, я не знаю, может, мне с глазами что-то не то, может, не измеряю правильно метраж, но 10-15 метров, я считаю, что тут сразу, даже 15 нету каких. В общем, глубина здесь очень быстро, сразу. Уже конец сентября, и так тепло. Ну нет, ну да, на самом деле, даже не верится. Я знаю, что у нас сейчас вот именно в Риге, мне говорят, плюс 10 градусов. И то это довольно еще тепло, потому что было холоднее. А мне в Ригу тянет, очень и очень. Ну, наверное, это самая главная причина, почему нет настроения. Ну, хочу домой. Ненадолго, правда, но хочу. Но все минусы, не только здесь есть плюсы, не только мы тут радуемся жизнью, и каждый день вот тут улыбимся, и вот, о, как тут приятно. Не, ну кто-то скажет, конечно, жиру бесишься тут, да? Ай. Ну, бывает, наверное, у каждого наступает такой момент. Но я говорю, в этом видео не хочу, вот даже точно не хочу о грустном.
Уже мне так как-то стало легче, хочу радоваться. Хочу радоваться морю вместе с вами, смотреть и радоваться. Конечно. Кто сюда на 7-10 дней прилетел, ох, тут просто, наверное, рот до ушей, и радуешься, и смеешься все время. Но когда ты здесь целый год, ну, как-то так, это повседневность кажется. И не жиру бесишься, есть минусы, есть. Ну ладно, этот песочек приятный, сижу, приятный очень. Камушки, вернее, камушки. Но они такие мягенькие. Как могут быть камушки мягенькие? Нет, такие кругленькие, все приятные. Хорошо, пройдем немножко вперед уже ко второму, третьему пляжу. Я так застряла, а то возле горы. Видите, как много народу. Вот вроде посидела, полчасика поболтала с вами. И сколько было народу, столько осталось. Ну, пройдем вперед немного. Вот возле первого пляжа я уже как-то вам показывала. Фуникулеры катаются. И совсем они рядом, можно пройти и на канатную дорожку прокатиться. Туда, в самый верх горы. Да, видите, расстояние 2 метра друг от друга. Какие там 2 метра? Вот народ все прибывает и прибывает. Хотя, видите, я смотрю, первый пляж, вот желтые эти зонтики, уже немножко ряды редеют, но все равно народу много еще на первом пляже. А вот уже прохожу второй пляж. Вот белыми зонтиками. Ну, тут уже народу меньше чуть-чуть. Хотя он тоже хороший пляж, тоже хороший вход в море и на этом пляже. Да, кто-то уходит, кто-то опять только приходит. Хотя уже совсем вечер, вот-вот скоро уже солнышко сядет. Ну вот дошла уже я до третьего пляжа, уже совсем рядом с четвертым. Ну смотрите, народу совсем не меньше не становится, вернее, то же самое все. Ой, смотрю, прямо на солнце, наверное, отсвечивает вам. Народу так, и все такие коричневые, загорелые все. Ну да, конечно, вот здесь, что именно возле самого берега, кто расположился на своих зонтиках, конечно, это бесплатно все. Пришли, свои зонтики установили, или кто без зонтика, расположились и все, загорайте, отдыхайте спокойно, бесплатно на пляже Клеопатра. Так же само. Но уже совсем рядом я с шестым пляжем, как-то я возле него тоже была, вернее, на нем была, и сделала съемки тоже, и сама купалась, плавала. Ну, здесь уже пляж не такой хороший, как первый и второй. I keep on running, no, I should've
и на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо всем за лайки. Ну и, конечно, не забудьте подписаться, кто не подписался. Я рада каждому новому своему подписчику. До встречи в новом видео. Пока-пока.